Привет, армия. Недавно Джей Хоуп поделился серией фотографий в своем официальном аккаунте в Instagram. Хотя поначалу казалось, что это воспоминание о времени, проведенном вместе, несколько деталей на фотографиях сразу привлекли наше внимание. Одним из первых, что привлекло наше внимание, стала та же кепка на Чингуке, которую он носил во время поездки в Лос-Анджелес, когда, как выяснилось, он ходил по магазинам с Тэхёном и Джей Хоупом. Давно известно, что они втроем отправились в эту поездку вместе, и эти новые фотографии, похоже, подтверждают все подозрения. На нескольких фотографиях Чингук сосредоточенно фотографирует Тэхёна. Подобное уже было замечено, но на этот раз это кажется более заметным. Чингук редко проявляет такое внимание к другим участникам группы. Обычно он делает это только с Тэхёном, что усиливает ощущение особой и постоянной связи между ними. Почти в каждой публикации Чингук появляется рядом с Тэхёном, либо разделяя пространство, либо находясь на заднем плане, что указывает на то, что они провели много времени вместе в то время. Это привело к тому, что многие фанаты подтвердили то, о чем годами ходили слухи в сообществе. Отношения Тэхёна и Джей Хоупа становятся все более и более очевидными. С другой стороны, есть еще те, кто отрицает это взаимодействие. Некоторые даже говорят, что фотографии не являются подлинными, несмотря на то, что были загружены непосредственно Джей Хоупом в его подтвержденный аккаунт. Было даже упомянуто, что кто-то планировал выложить видео ко дню рождения Чингука, показав их вместе в магазине в Лос-Анджелесе. Однако многие фанаты задаются вопросом, почему они ждали, когда уже было достаточно доказательств, показывающих, что произошло в тот день. Несмотря на явные визуальные доказательства, многие люди настаивают на отрицании близости между Чингуком и Тэхёном. Некоторые даже продолжают защищать историю отношений между Чингуком и Чимином, несмотря на то, что недавние публичные появления и динамика между Тэхёном и Чингуком были гораздо более очевидными и частыми. Подобные реакции, похоже, игнорируют то, что прямо и последовательно демонстрируется. Более того, то, как Чингук фотографирует Тэхёна, совсем не случайно. То, как он фокусирует на нем камеру, то, как он не торопится, чтобы запечатлеть его с разных ракурсов, и расслабленное выражение лица Тэхёна, когда он знает, что Чингук находится за объективом. Все это не осталось незамеченным. Недавние посты Джей Хоупа предоставили более четкую картину взаимодействия между участниками группы, особенно между Тэхёном и Чингуком. Их близость не нова, она становится все более очевидной. Для тех, кто внимательно следил за их жизнью, эти моменты только подтверждают то, что уже подозревали, между ними есть сильная связь. Тэхён и Чингук разделяют не только музыку и сцену, за эти годы они доказали, что у них есть особая связь, которая не может остаться незамеченной. Одна из самых поразительных вещей в их отношениях – их привычка молча, но постоянно уделять внимание друг другу, даже когда кажется, что никто не смотрит. Очень характерный жест между ними – это то, как они держат камеру, независимо от того, кто ее держит, они всегда сосредоточены друг на друге. Это настолько естественно, что стало своего рода языком общения между ними. Когда Чингук держит камеру, Тэхён – центр внимания, а когда Тэхён снимает, Чингук всегда присутствует. Они делают это не по привычке или протоколу, они делают это, потому что им комфортно друг с другом, потому что они наслаждаются присутствием друг друга. В бесчисленных видео, прямых трансляциях и закулисных съемках можно увидеть моменты, когда один человек фотограф, а другой он сам улыбающийся, расслабленный, разделяющий момент. Просто посмотрите на предыдущие фотографии, чтобы увидеть, что Чингук сделал бесчисленное количество фотографий Тэхёна. Речь идет не только о том, чтобы запечатлеть красивый образ, речь идет о сохранении воспоминаний. За каждой фотографией стоит намерение, желание увековечить их общий опыт. Точно так же Тэхён проявил свою сторону фотографа, когда дело касается Чингука, он держит камеру, а Чингук стоит с другой стороны, возможно, не осознавая, что за ним наблюдают с такой внимательностью и любовью. Это демонстрирует уникальную динамику их отношений. Камера – не просто визуальный инструмент, но и мост между двумя людьми, которые понимают друг друга даже без слов. Самый недавний пример – прямая трансляция. Чингук, как обычно, снимал, но что интересно, камера почти не отрывалась от Тэхёна. Эти моменты были очень значимыми, потому что, хотя они и не говорили много, их действия говорили сами за себя. То, как они смотрели друг на друга, заботились друг о друге и искали друг друга, было достаточно, чтобы понять, между ними есть что-то особенное.
И самое интересное, что в последнее время они стали говорить об этом более открыто. Один из моментов, который это ясно показал, это когда Чингук воссоздал мем, просто чтобы сказать Тэхёну, что он милый. Это была не случайная шутка, это был продуманный жест, творческий и прямой способ выразить привязанность. И Тэхён не отставал, он ответил ему прямо и сказал, что он тоже милый. То, что для многих может показаться забавным общением между друзьями, для тех, кто хорошо их знает, было очень прямым выражением привязанности. Это был искренний обмен чувствами, никаких скрытых шуток, никакого сокрытия чувств. Они были только вдвоем, говоря честно, самое главное, они подтвердили, что отныне будут более откровенны друг с другом, им не придется объясняться или делать громкие заявления, они просто решили показывать себя такими, какие они есть, без фильтра, и что в мире, где чувства часто скрываются из-за страха осуждения, это смелый поступок. Отношения между Тэхином и Чингуком выходят за рамки того, что видно на сцене. Это не просто дружба или знакомство, это отношения, построенные на терпении, времени и множестве маленьких жестов, которые в совокупности рисуют историю, наполненную вовлеченностью, уважением и привязанностью. Каждая их фотография, каждый взгляд, которым они обмениваются, каждое сказанное ими слово говорит о настоящей связи, которая не нуждается в названии, чтобы ее понять. Со временем многое изменилось между Тэхином и Чингуком, и одно из самых заметных – это то, как они делятся тем, что у них есть. Раньше особые моменты между ними были мимолетными или едва заметными, однако теперь эти моменты случаются чаще и гораздо естественнее. Они больше не беспокоятся о том, чтобы скрывать что-то или притворяться, что между ними ничего не происходит. Вместо этого им комфортнее показывать себя такими, какие они есть. Для тех, кто следил за ними годами, это очень важно. Каждый взгляд, каждый жест и каждое взаимодействие между ними имеет особое значение. Речь идет не только о том, чтобы видеть их вместе на камеру, речь идет о понимании того, что стоит за этими маленькими действиями. Один пример был во время недавней прямой трансляции. Чингук снимал как обычно, но что-то привлекло мое внимание, почти все внимание камеры было сосредоточено на Тэхёне. Это может показаться простым, но на самом деле это говорит о многом. Они напрямую не говорили о своих отношениях и не говорили громких вещей перед аудиторией, но их отношение говорило о многом. Чингук продолжал фокусироваться на нем, как будто хотел запечатлеть каждый момент жизни Тэхёна, как будто, само собой разумеется, он хотел, чтобы все увидели его глазами. Эти жесты не были новыми, но изменилось то, что теперь они делали это чаще и свободнее. То, как они искали друг друга, сопровождали друг друга и понимали друг друга, было трудно игнорировать. Не нужно слышать романтические слова или видеть постановочные сцены, достаточно увидеть, как они заботятся друг о друге и как смотрят друг на друга, чтобы понять, что их связь настоящая. У Тэхёна тоже есть свой способ реагировать на эту связь, иногда едва заметно, с улыбкой или выражением лица, которое, казалось, понимал только Чингук. В других случаях он молча сопровождал ее, как будто не было нужды что-либо говорить, потому что между ними все и так было ясно. Самым поразительным было то, что ни один из них не вел себя так, будто им нужно было что-то доказывать. Они не делали громких заявлений, они не искали внимания, они жили в своих отношениях естественно, и такое доверие не каждый день увидишь. Оно рождается из того, что делишься многим за эти годы, от того, что хорошо знаешь друг друга, и от того, что поддерживаешь друг друга, даже когда никто не видит. Многие пытаются сказать, что между ними ничего не происходит, что они просто друзья или что это часть работы, но эти комментарии теряют смысл, когда вы видите, как они на самом деле взаимодействуют. Речь не о воображении или преувеличении. То, что вы видите между Тэхином и Чингуком, есть там, в каждом жесте, которым они обмениваются, не беспокоясь о том, что скажут другие. И что самое захватывающее, им не нужно называть то, что у них есть. Их отношения не полагаются на ярлыки или объяснения. Это то, что вы чувствуете и замечаете, особенно в те моменты, когда нет официальных камер, нет интервью, нет сценариев. В те тихие моменты, когда они являются собой, их связь становится наиболее очевидной. Хотя они не всегда много говорят, их действия всегда говорят о многом, как они опираются друг на друга на мероприятиях, как они ищут друг друга, когда находятся в группе, или как один человек меняет свое поведение, когда другой рядом, эти знаки не остаются незамеченными, и они делают это не ради внимания, они делают это, потому что так они связаны. Никто из них не пытается убедить другого, они позволяют всему идти своим чередом, и именно их спокойный, честный способ делиться тем, что у них
есть заставил многих людей осознать близость, существующую между ними. Как бы кто-то ни пытался это отрицать, с каждым новым мгновением, проведенным вместе, они подтверждают то, что многие давно знали. Между Тэхёном и Чингуком есть что-то, что не требует объяснений, и пока они продолжают демонстрировать это так, бесстрашно и не скрывая, станет легче понять, почему их отношения так много значат для тех, кто следит за ними. Will cause different disabilities, so do better. Work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never.